Привет-привет! Это «Астрология простыми словами», новый выпуск. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. И сегодня супер важная тема. Я уже рассказывала, что светило Солнце и Луна– это вообще самое практически важное в любой натальной карте, в гороскопе человека. Про Солнце я вам немного уже рассказывала. Сегодня затронем Луну. Вообще Луна– это супер важная планета. Да, в астрологии ее называют планетой. Она много о чем может рассказать. Это целая вообще психология просто. Но у нас с вами астрология простыми словами, поэтому будем брать небольшими темами. Луна, в принципе, это чувство, это эмоции, это то, как мы себя ощущаем, то, как мы проживаем эмоционально нашу жизнь. Но помимо этого, сегодня мы просто поговорим о том, кто из нас какая хозяйка. Об этом тоже говорит Луна. Именно по Луне можно посмотреть, какая женщина в быту. Любит ли она готовить, любит ли она встречать гостей, как она относится к уборке, с какой вообще энергией она все это делает. Именно об этом сегодня вам и расскажу. Итак, находите свою Луну в натальной карте. Как это делать, я уже рассказывала в одном из видео. Поищите, очень полезно. Буду подглядывать, потому что информации много, сразу говорю. Рассказываю. Если Луна в Овне, это самая скоростная Луна. Это, знаете, такая хозяйка, которая с бешеными глазами прибежала. Так, сейчас будут гости. Быстро все покидала из холодильника, быстро накрыла какой-то стол. То есть у нее все вот такими вспышками. Она обычно грубовата, это такой ураган, сказала так сказала, но, как правило, это искренние люди. Если они и говорят то, что действительно думают, и потом об этом даже могут немного пожалеть. Ненавидят женщины и мужчины тоже мыть посуду. Мужчины любят очень мясо. Как правило, это шумные люди, их много, и делающие в быту так вот все, знаете, тяп-ляп немножко, зато искренне. Луна в Тельце– это очень хорошая луна, это такие люди, которые любят покупать красивые, дорогие вещи в свой дом. Для них и для мужчин, и для женщин очень важна еда. Мужчина выбирает себе женщину с такой луной, как хранительницу очага, то есть она такая идеальная хозяйка должна быть. Они любят красивый дом, красивый уют, когда все налажено, быт, все, но слегка ленивы для того, чтобы делать это все самостоятельно. Поэтому часто нанимают помощницу по хозяйству. Луна в Близнецах. Это очень воздушные люди. Убираться, готовить и вообще что-либо делать по дому они могут только по настроению. Если хотят, то делают это классно. Если нет, то не заставишь. Или же за компанию. Женщине с Луной в Близнецах обязательно нужен тоже воздушный мужчина, чтобы была гармония. Если Луна в Раке, то это вторая после Тельцовской Луны идеальная хозяйка. Это человек, который любит уют, любит дом, любит семью, очень важны отношения с мамой. Это, как правило, очень ранимые люди, им важны отношения с мамой в любом возрасте. Женщинам с таким положением хорошо открывать клининговую компанию как бизнес, обязательно пойдет, все к этому располагает. Мужчина же будет требовать всегда от женщины идеальный порядок. Ему все важно, вплоть до мелочей. Если Луна в Деве, это самая скромная, самая практичная Луна. Дом удобный, понятный, простой, скромный. Еда такая же, понятная, простая, чтобы насытиться, без изысков. Но из таких людей получаются очень хорошие свекрови, тещи. Они будут помогать вам на ваших условиях, а не так, что я вот как сказала, поэтому с вами посижу там с детьми. Она будет просто слушать то, что хотите вы, и будет это выполнять. Луна в Деве, в принципе, любит все полезное. Если Луна в Весах, это самая такая, знаете, бесполезная Луна, потому что она обычно ничего не хочет и ничего не любит делать по дому и в плане быта. Но это самые лучшие кондитеры. Такие женщины умеют и любят делать десерты. Мужчине с таким положением Луны, как правило, быт вообще не важен.
В принципе, такая луна любит поболтать. И есть, вот знаете, какая связь. Если дома вокруг грязно, то и настроение плохое. А если чисто, то и настроение лучше, и все как-то лучше складывается. Учитывая то, что они не любят этим заниматься, рекомендуется тоже завести какую-то помощницу по хозяйству. Луна в Скорпионе– это прекрасная хозяйка, женщина, которая умеет все делать, делает это круто, классно, и все в восторге, как правило. Это такая мать семейства. Но из-за того, что она очень любит своих близких, она считает возможным их жалить, критиковать и причинять добро, что называется. Это такое слабое место. В быту же это супер женщина. Мужчина, как правило, с таким положением Луны тоже требователен, но если он очень любит женщину, снисходителен. Луна в Стрельце– это удивительная луна, считающая, что можно ничего не делать и не любит делать, и нужно жить в отелях. Любит, в принципе, за границу, и из заграничных путешествий именно эта луна, как правило, привозит полный чемодан еды, а не чего-то другого. Но может быть хорошей хозяйкой, когда, например, ждет гостей, когда нужно произвести впечатление. Это их тема, то есть быстро и красиво привести дом в порядок, потому что кто-то идет. Мужчины с таким положением Луны тоже считают, что пусть лежит, ничего не надо выбирать. Луна в Козероге. Ну, конечно, это самая прагматичная, практичная и бережливая Луна. Не надо покупать новое, потому что не кончилось старое. Это вот про это. Всегда склад каких-то полезных или неполезных вещей, какие-то запасы. Очень многое делают своими руками. Там закатки, варенье всякие, огурцы, помидоры. Рукоделие тоже обычно у этих женщин очень развито. Бережливы. Мужчинам обычно нужна своя территория с таким положением Луны. То есть свое место, где он будет как в берлоге. Луна в Водолее. Конечно, самая свободолюбивая луна, луна, которой важно себя чувствовать дома очень свободно, начиная отходить голышом, заканчивая собственным каким-то пространством, местом, где им будет хорошо. Очень важно и нужно приглашать гостей. Эти люди умеют быть душой компании, устраивать какие-то посиделки, вечеринки, потому что это стопроцентно их среда обитания. Еще для водолеев очень важна техника, разные инновации, все эти пылесосы, роботы, все, что появляется новое, водолеям важно и нужно внедрять в свой быт. Ну и последняя луна в рыбах. Это очень неплохая хозяйка, им свойственно хорошо вести быт, но очень многое в их жизни через жертвенность. Лучше я сама сделаю, ведь дети там маленькие, да, лучше я сама приготовлю ужин, ведь ты сегодня устала, а я вроде не очень. И все в таком ключе. Такое поведение, в общем-то, свойственно Луне в рыбах. И еще им очень важен свой угол. Вот буквально, пусть это даже не дом, не квартира, но пространство, в котором они точно могут уединиться и побыть наедине с самим собой. Это была Луна в знаках, а именно какие мы с вами хозяйки, потому что Луна может рассказать очень о многих вещах. Ну, поговорили про быт. Подписывайтесь, ставьте лайк, не пропускайте мое следующее видео. Пока-пока.